Дорогие друзья, дело в том, что часы появились у человечества сравнительно недавно. Имею в виду настенные часы и часы ручные, то есть на руку, но и ручные были, круглые, если помните, на цепочках, и сейчас входит в моду. До этого были песчаные часы. Человечество всегда старалось активизировать правую сторону как сторону благополучия. Вообще у многих народов слово «правый» означает лучшее, благополучное. Например, у армян, когда прощаются, говорят друг другу «хаджоутюн», что означает, то есть если уж напрямую перевести, всего доброго, всего хорошего, но от слова «ач», то есть пусть ваше дело будет правое. Это заодно и пожелание удачи. Но почему-то изначально, когда были еще песчаные часы, человек их ставил на правой стороне дома, то есть на правой стороне от себя, где он часто проводил время. Считалось, что это время активизируется и приносит больше удачу, если правую сторону активизировать. Ведь часы – это практически живой механизм. Даже песчаные часы, они показывали время. Потом, когда были созданы настенные часы, точно так же вешали их по правую сторону от себя. Но со временем, когда уже аристократия начала носить вот эти часы круглые на цепочке, они их вытаскивали с правого кармана чаще всего. И чаще всего это делали люди, которые были миллионеры, миллиардеры, богатейшие люди. Если вы замечаете, на их фотографиях у них часы по правую сторону. Некоторые это не показывали, не афишировали, некоторые показывали, но они считали это за очень сакральную тайну и не считали нужным всем выдавать и говорить. Потом под натиском моды часы начали носить по левую сторону. Теперь что я вам хочу сказать. Когда вы носите часы на левой руке, вы работаете на время, вы подчиняетесь времени, вы слушаете время, вы смиряетесь со временем, и время над вами властвует. Когда вы носите часы на правой стороне, активизируя правую сторону своего мироздания, да, это не имеет значения зло, добро, это вообще не та сфера. Просто правая сторона отвечает именно за деньги, за власть, за имущество. Вот вы когда берете деньги, сразу правой рукой, да, вы что-то хотите взять, но это за исключением левшей, которых не так много. Вы тянете правую руку, вам нужно что-то написать правую руку, постучаться в дверь правую руку, активизируете правую сторону, и уже время начинает вам подчиняться, время вас слушает, у вас всегда хватает времени на все. Вы знаете, какое-то время назад вообще я в жизни всегда подсознательно с детства носила часы на правой руке. Меня дома ругали, что это непривычно, вообще это неправильно, и нужно носить, это тебе не браслет. Часы носят на левой стороне. Вот как мы подчиняемся натиску общественного мнения, что не всегда правильно, да? Мы теряем любимых людей за общественное мнение. Общество любит нас все время подчинять, под себя переделывать, чего не надо позволять на самом деле. Каждый человек должен жить сам по себе. Конечно, подчиняясь определенным правилам и прочее, но не до конца. И я начала носить на левой стороне. Естественно, я была ребенком, юношей, потом студенткой. И много лет я носила на левой стороне, не обращая внимания ни на что. Хотя я как бы изучала науки и магию, и практиковала, но я не обращала на это внимания, как ни странно, да. Потом, несколько лет назад, я вдруг вспомнила, вот какой-то момент мне прямо озарило. Я сидела и вспомнила, что когда я носила часы на правой руке, мне на все хватало времени. Я была удачлива. Я поступила, например,
вот я стала носить часы на левой руке со второго курса. Мне со второго курса вот уже до по сей день, можно сказать, в жизни очень много сложностей, и я постоянно делая, получала, да, ну, скажем так, до 2 лет. Отдачи от судьбы очень мало. И я поступила в университет, который не так легко было поступить. В то время конкурс был большой. То есть очень много в чем время слушалось меня. И я была настолько уверена, что я человек фартовый и везучий, что я с этим свыклась. А прошло время, я поняла, что мне начало все даваться с большим трудом, а иногда несправедливо отбираться у меня и так далее. И вот какой-то момент озарение пришло, я вспомнила, что когда я носила часы на правой стороне, на правой руке, мне очень многое удавалось. И давалось в руки само. А когда я начала ради приличия носить на левой руке, очень многое в моей жизни испортилось. Вот задумайтесь над этим, попробуйте это сделать. Вот даже знаете, как взять, купить новые часы или просто свои часы и носить дома на правой руке несколько дней, не снимая, просто носить часы. Обычно мы дома часы снимаем, потому что они нам мешают. Ну, взять какие-нибудь миниатюрные, которые не особо такие громадные, да? И посмотрите, ваши дела начнут меняться или нет. Дело в том, что нашему государству нужны удачливые люди, которые будут работать, платить налоги, развивать бизнес и так далее. Да? И вот эти хилые, несчастные, невезучие люди не особо-то и интересны даже государству. Даже ради своей страны быть удачливым очень выгодно, удобно. Потом я очень много изучала именно по поводу часов, то, что я вам рассказала, и что на науке алхимии, да, тоже использовалось время. Есть ритуалы с часами, я как-нибудь их покажу, дам вам. И много чего еще такое связано со временем, с часами и прочее, прочее. Так вот, активизируя правую сторону, правое полушарие мозга, правую часть энергии, которая больше отвечает за финансы, за деньги, левая часть отвечает больше за романтику, больше за изобретательность, больше за подсознательные такие какие-то манипуляции, идеи, любовь, чувства и прочее, прочее. Левая сторона, она более темная, и больше она как бы в подсознании, в дебри сознания, чувств идет. Правая сторона, она более приземленная, она отвечает за повседневность нашей жизни, вот за нахождение здесь. И вот эту правую сторону, если активизировать больше, чем левую сторону, то у нас будет больше, то есть меньше чувств, и больше дела, и больше работы, и больше пользы. Так что часы носите на правой стороне. Попробуйте даже сейчас взять и носить на правой стороне. Я не говорю, что у вас наступит рай земной, но вы почувствуете большое облегчение, что жизнь начнет идти вперед, она на месте не будет стоять. И деньги, которые вам будут приходить, они более-менее будут вам впрок и будут служить вам, а не уходить, как пришли. Понимаете? Попробуйте это сделать. Это такой несложный эксперимент. Но если бы я просто не испробовала на себе и ту, и эту сторону, видимо, нам не просто так дается, чтобы мы все на себе испытали, прошли, для того, чтобы уже знать, что советовать людям, и чтобы понять любого человека. Сейчас ко мне любой бы не пришел со своей проблемой, я такой уже проходила в жизни, как ни странно, но он так вот нас закаляет. Так что попробуйте, друзья, часы и красивые часы, которые у вас дома есть, и будильники, и прочее, прочее, по правую сторону, извиняюсь, от себя поставьте. Постарайтесь, чтобы часы находились по правую сторону от вас. В комнате, где вы сидите обычно. Правая сторона комнаты активизируется, когда, да, а правая сторона, как считается, от нас, где мы любим сидеть, проводить время, то больше приходит благополучие, а уж тем более, если вы активизируете свое физиологическое и второе тело, конечно, я думаю, что результат не заставит себя ждать. Кстати, о фортуне точно так же, когда я посоветовала читать, мне уже начали писать, что очень быстро из ниоткуда действительно начали приходить деньги. Попробуйте вот эти
нехитрые вещи я вам даю для того, чтобы у вас какой-то сдвиг в жизни был, чтобы хотя бы был стимул потом это исправить, если у вас есть какие-то более большие проблемы, но хотя бы, чтобы изначально вы поверили в свою судьбу, в себя, в конце концов, и в то, что есть силы Вселенной, которые нами вертят, крутят, и иногда через таких, как я, передают вам, скажем так, советы, которые вам пригодятся. Всем удачи!